Рассматривая разложенные в лесу ловушки, охотник обнаружил старого и ослабевшего волка. Животное лежало без сил, и мужчина решил отнести его в свою избу. Вскоре волк восстановился и ушел в лес, но спустя полгода охотник услышал ночной вой во дворе, а затем постучали в дверь. Николай намеревался приручить волка и забрал его себе с надеждой на будущее. Однако, когда животное окрепло от питания, оно перестало допускать к себе дворовых собак. Охотник осознал, что волку необходима свобода, и с тяжелым сердцем отпустил его обратно в лес. Прошло полгода с того момента, и Николай часто вспоминал о своем необычном госте, хотя уже не надеялся увидеть его снова. Но однажды вечером, когда на улице уже стемнело, он услышал волчий вой прямо во дворе. За ним последовал стук в дверь. Ближайшая деревня находилась в нескольких километрах, и Николай с некоторой опаской открыл дверь. Однако за порогом его ожидала лишь истощенная и замерзшая девушка. В некотором отдалении стоял тот самый волк, которого охотник спас в прошлом. После того, как девушка согрелась, она рассказала, что произошло. Алена в деревню приехала к родственникам и отправилась на прогулку в лес, где потерялась. Уже во время наступающей темноты она внезапно столкнулась с волком. Однако Алена не испугалась, поскольку животное выглядело спокойно. Затем волк медленно пошел по узкой тропе, время от времени оглядываясь, как будто зовя девушку следовать за ним. Не имея других вариантов, Алена последовала за волком и оказалась прямо возле избушки охотника. С тех пор Алена и Николай начали вместе жить. Волк же в лес вернулся и больше никогда не появлялся рядом с людьми. Иногда животные могут проявлять черты, которые кажутся похожими на человеческие. Похоже, у некоторых из них есть способность к эмпатии.